Рада приветствовать вас на сегодняшнем мастер-классе, тема которого оптимизация работы с 3D-моделями. Мы с вами разберем, как убрать лишние модели из проекта, как убрать ненужные детали модели и как сохранить преобразованную модель себе в проект. Меня зовут Светлана. Что ж, давайте не будем затягивать и поскорее начнем. Первое, что мы сделаем, это добавим в проект сторонние модели, потому что на данный момент у нас все модели это стандартные архикадовские. Чтобы загрузить библиотеку с 3D-моделями, нужно нажать «Файл», «Библиотеки, объекты», «Менеджер библиотек» и добавить несколько папочек. Настенный декор добавлю, торшеры, кресла и стулья. То есть сейчас мы добавляем папки, в которых содержится несколько моделей. Так, нажмем «Перезагрузить» и «Применить». Так, теперь нажимаем «Ок». Здесь мы, кстати, сможем увидеть размер каждой папочки. Так. И теперь разместим наши сторонние модели на плане. Так, связанные библиотеки. И начнем с торшеров, например. Так, выберем торшер 0.6. И советую сразу запоминать номера тех моделей, которые мы используем. Не обязательно запоминать, можно также их записать, чтобы не забыть. Так, сразу уберем замену покрытия, то есть все модели архикада будут у нас белые, стандартные, а сторонние модели, которые я загружаю из своей библиотеки, буду им задавать покрытие. Они у нас будут разноцветные. То есть вот видим. Так, сделаю черненькую. Так, нажму ОК, поставлю пока рядом и удалю существующий торшер, поставлю вместо него новый. Так, затем заменю кресло. Так, выберу кресло под номером 14. То же самое убираю замену покрытий и сделаю ножки черными, а обивку зеленой. Так, точку привязки сделаю по центру. Окей. Скорректирую расположение на плане. И теперь заменю стулья. Подберу новые стулья примерно такого же размера. Может быть, они будут больше, но не сильно. Так. Хочу стулья от Polyform. Вот, например, S18. Также убираю замену покрытия. Ножки делаю черные. И обивку делаю кожа. Нажимаю, точку привязки еще задаю по центру. Нажимаю ОК. Так, ну вот. Эти стулья, они не сильно больше. Скорректирую их расположение относительно стола. И сделаю стол на передний план. Теперь уменьшу план и посмотрю, что получилось в 3D. Так, видим, что модельки сторонние имеют свои собственные покрытия. Так, и добавлю еще декора в зону стола. Так, настенный декор. Выберу такую модель, которую я смогу чуть позднее разделить. То есть смогу убрать какие-то ненужные объекты. Вот, выберу 24-ю. Тут у нас полка с декором. Ну вот, полку я, например, оставлю, а весь декор с полок удалю. Так, точка привязки по центру.
Тут уже у нас нет замены покрытий. Нажму ОК, пока за пределы плана поставлю. И сразу настрою, высота будет 1,60 м. И теперь поставлю ее на план. И чуть-чуть ее отодвину от реек. Все. Так, снова посмотрю, что у меня получилось. И допустим, что на этом этапе мы расставили все 3D-модели, которые хотели заменить. И, соответственно, эти модели мы зафиксировали себе. Что мы делаем дальше? Нам нужно удалить все ненужные модели, которые мы уже не будем использовать, из нашего проекта, чтобы компьютер не тормозился. Значит, как мы это делаем? Файл, библиотеки и объекты. И что нам нужно сделать? Нужно выбранные модели, которые останутся, перекинуть во вложенную библиотеку. Тут мы можем добавлять не только по папкам, но и единичные модели. Так, нажмем такой стульчик со стрелочкой, добавление новых файлов. И сейчас как раз из папок уже выберем конкретно те модели, которые мы используем. Стул у нас S18 от Polyform. Открыть. Так, далее. Что у нас там? Кресло. Кресло у нас было 14. Так, теперь настенный декор 24. И последнее торшеры. Торшер было 6. Открыть. Возвращаюсь в библиотеки проекта и удаляю все папки, где содержатся ненужные мне модели. Так, удалить. И перезагрузить, применить. Все, нажимаю ОК. И здесь главное не забыть добавить единичные модели, которые мы выбрали во вложенную библиотеку, потому что иначе они у нас просто удалятся. Все. Теперь перейдем ко второму пункту, как убрать ненужные детали модели. И сделаем это на примере настенного декора. Выделим его. И сейчас уберем все вазочки, растения, свечки, все, что там у нас на полках стоит. Когда выделили, нажимаем правую кнопку мыши и выбираем «Преобразовать», выбранное в морф. Так, ОК. Все равно продолжить. Морф — это достаточно тяжелая штука, которую лучше просто так на плане не оставлять. И морф преобразовывает всегда в что-то другое, например, в объект, что мы и сделаем. Так, все, морф у нас преобразовался. Что мы сейчас будем с ним делать? Мы его разгруппируем. Нажмем «Редактор», «Группирование» и «Разгруппировать». Видим, нам предлагают горячие клавиши. Можем пользоваться ими. То есть мы сейчас разделили все части нашего морфа. Теперь перейдем в его параметры. И здесь проверим, чтобы у нас стояли нужные перья, линия. Так, и штриховки. Фон. Зададим сейчас штриховку обязательно. Белого цвета я ее сделаю. Так, тут галочки нажму. И ОК. Теперь перейду в 3D. И могу, в принципе, так работать, чтобы у меня помимо нужного объекта находились другие. Но могу сделать более удобный вариант. Так, нажимаю правой кнопкой мыши при выделенном морфе и показать выборку в 3D. Подсказка, вот горячая клавиша F4. Обычно я пользуюсь горячими клавишами. Это намного удобнее.
Так, здесь я выделяю то, что мне не нужно, и удаляю. Нажимаю клавишу Delete. Так, все. Теперь немножко поработаю с тем, что у меня осталось. Сделаю полочки деревянные. Так, зайду в параметры. И в модели замена покрытий сделаю сосну, так, горизонтальную. Так, нет, она у меня не в ту сторону смотрит, значит, сделаю вертикальную. И что у меня тут с креплением? Оно черный антрацит. Все, меня устраивает. Теперь возвращаюсь на 2D план. И тут обязательно нужно, чтобы было выделение того морфа, который мы сейчас будем сохранять. То есть морф мы не оставляем, мы его преобразовываем. Делаем это следующим образом. Выделяем, переходим в файл, библиотеки объекты, сохранить выбранное как объект. И зададим имя полки. Сохранить. Так, тут нам предлагают выбрать, настроить покрытие. Значит, мы можем подписать название каждого покрытия. Там что-то у нас полка. Ой, так, полка. Универсальное ставим прочерк, оно у нас ни за что не отвечает. И это у нас крепление. Поление. Так, штриховку фон. Ну, тут дальше все верно, нажмем ОК. Морф мы не боимся, удаляем. Нажимаем инструмент объект. И видим, вот они наши полки. Задаем им сразу ту же высоту, 1,60 м. Поворачиваем и ставим на план. Так, все. И чуть-чуть подвинем. Поскольку полка это больше все-таки элемент декора, с планировочного решения я ее могу убрать с помощью слоев, либо могу просто переместить на задний план, если не хочу, чтобы она у меня тут была видна. Так, теперь перейду. Так, помню, что у меня была выборка, значит, мне сейчас нужно показать все в 3D. Нажимаю правой кнопкой мыши, показать все в 3D. Или горячая клавиша Shift F5. Все. Вижу то, что у меня получился именно тот результат, который я хотела. Так, и такое у нас помещение вышло в финале. На этом наш с вами сегодняшний мастер-класс подходит к концу. Спасибо большое, что были со мной. Спасибо за внимание и до новых встреч.